Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня будем играть за прекрасного мыша, крыса, не знаю, как называть, как хотите, Луи. Будем сегодня колдовать, не знаю, парочку топ-1 как минимум надо наколдовать. Но помимо этого, ребятки, хотел бы вам показать смайлики, может кто-то еще не видел. У нас в игре опять завезли кучу смайлов, опять непонятно, как они будут доставаться, но давайте глянем все-таки. В общем, добавили вот такие вот модные смайлы, видите, там долларовая цепочка, такая, все дела. Жесткий Луи, как бы, ну, в плане, ну, не знаю, как это сказать, блатной, типа того, да. Потом вот такой вот непонятный смайлик, это VIP-шот, не знаю, что это значит, но, наверное, для VIP будет доступно, без понятия. Потом есть вот такой вот с коронкой для Брюса, опять же, мне кажется, тоже что-то с VIP связано, это уже были смайлики. Опа, смотрите, коллаборация с этим, как его, с Мандалорцем, там же Йода, вот прям один в один был такой же. Смотрите, реализовали в игру то же самое. Любители Мандалорца, видимо, у нас разработчики. Потом вот такой вот смайлик добавился, это Дона. Скрытная какая-то, не знаю, может ниндзя скин добавить, не знаю. Чисто приколы. Опять же, Никс, вот такой вот модный смайлик. Вот такой вот кролик Скипи с камерой. Короче, смайликов подавляли на самом деле много. Но некоторые, мне кажется, убрали. Но это не точно. Ну и все, это по новому смайлу все. Там были еще другие смайлы, но их скрыли. Когда я вам записывал видео, когда обнова вышла 3.28. Ну ладно, мы отправимся в команду B. Будем сегодня развалить. Я вам забыл рассказать по поводу акции вчера, да? Сейчас видите у себя на экране картинку. Это картинка, которая вчера была. И она показывает то, что почти набрали 1 000 000 очков игроки в зубы, играя на Эдни. А это значит, что все Эдны получат скоро по 250 гемов. Такие вот дела. Ладно, отправляемся в бои. За топ-1 колдовать имбу. Луи у нас тем более с первобытным инстинктом. Я надеюсь, мышки будут тащить. Ну, очень сильно надеюсь. Посмотрим, как говорится. Так, ну, плюс-минус сквады расположены не вблизи. Ну, тут мы втроем как бы, но... Ой, моя команда. Ну, что мне за сквад самый... Почему мне всегда сквад самый больной? Как вы думаете, а? Вот Не, ну у других тоже сквады разбежались, да, но... У меня вот эти вот... Вот, смотрите, они там тусуются, хотя легендарный бот там. В чем прикол у них? Ну, видимо, лишены мозга, как обычно, в принципе, ничего новенького. Вы видали урон? Не, реально, может, пофиксили все-таки первобытный инстинкт Луи, потому что раньше такого урона никогда не было. Да, погнали, погнали. Да куда вы бежите? Надо идти сюда, к этим гениям, которые у нас сверху. Ой, типичный гений, как всегда. Нужно идти к ним, потому что они без нас там все поумирают, мне кажется. Плюс там легендарный бот, нужно идти сюда. Вот я чувствую там 5-7 уровни, вот чувствую. Вот прям инфа-сотка, вот безошибочно, мне кажется, сейчас это будет. Итак, ну, 8 и 9, ну ладно, не 5-й, 6-й. Так, ребятки, я еще хотел один небольшой инсайдик вам сказать, но это по секрету. В общем, оказывается, если я все правильно понял, то новый баланс не вырубали. Вот так вот, да. Ну как-то, он резко, конечно, сам по себе изменился, но говорят, что его не вырубали. Опять же, доверять этой информации не особо могу, но какая есть. Так, бачка шотаем. Нельзя давать резать противничкам, красавчикам этим. Брюс, а ты откуда такой жесткий взялся-то, а? Ты чё, опасный, что ли? Не, ну мышки очень много дамажат, на самом деле, надо ими пользоваться. Так, бачка шотаем. Гранатку в него закинем, чтобы... Да блин, чё их так много, я такое ощущение, что один. Так, похилимся, наверное. Закинем сюда вот такие вот урончики мощные, модные. Мне, кстати, хилиться уже нечем. Но я пытаюсь как-то тут развалить хоть что-то. Хоть что-то пытаюсь развалить. Но не очень получается. Я сейчас, походу, помру. Но у меня еще бочка есть, нормально, выжили. Так, лутанем здесь аптечку лишнюю. Ну, вы видите, да, моя команда. Команда, у меня слов больше нету. Им лишь бы легендарный лут залутать. А то, что я тут 14 уровень, да, без разницы. Они же слепые, какая им разница, да? Слепые не видят уровни. Впрочем, это очередное доказательство. Ну ладно. Пусть наслаждаются тем, что залутали легендарный дроп. Не знаю, правда, кто. О, ну змея, конечно, да, профитно очень копье. Она же так его может далеко кинуть. Да, перед тем, как умереть. Шутки, шутки. Сарказм, да. Наши зубы без сарказма невозможно играть. Из-за союзников. Но, опять же. Говорят, баланс работает, да? Работает. Работает.
Эх, только почему-то нормальные уровни не даются, а команды всегда гениев очередных попадаются. Так, надо мышек Луи отправлять вперед, чтобы они дамажили. Не забывать просто про них. Чтобы они постоянно дамажили. И надо вблизи к бобру быть, чтобы он не мог меня продамажить. Ну и просто сейчас на автоатаке будем дамажить, по идее. Особо тут ничего сложного делать не надо. Бобер почти отъехал. Хамелёш отъехал тоже почти. Я тут как-то разваливаю, плюс-минус. Изин, да? Так, уйдем в бочку. Все, нормально. Мы, моя команда, полезные, да? Заметили? Как они полезно ничего не делали, это просто было невероятно. Иногда задумывайся, зачем я их рисую. Ну и бачок убежал. Ну и аптечку, ясное дело, никто из этих гениев не поднимет, да? Давайте попробуем аптечку поднять. Гениально. Луи, у тебя есть рез? Как думаешь? Фух, ну, Бака добили и ладно. Я просто думал, что, может быть, нас Бак все-таки сможет вынести. Ну, если у него там были ботинки или что-нибудь еще, он мог бы размансить и на самом деле всех шотнуть. Поэтому я немножко переживал в этот момент, но решил, что стоит ворваться все-таки. За аптечкой. Сервера зубы, как всегда. В нужный момент, но хотя бы не во время боя. Хотя бы. Ладно, давайте отправим следующий бой. На еще парочку то подним взять. Кстати, вчера же была золотая лихорадка. Да, запускают ее, как всегда, после моих видосиков. Ну, они чувствуют, что мне нужна золотая лихорадка и запускают, да. Но я вам не успеваю этого, ну, там буду в комментариях хотя бы писать, чтобы не пропустить, потому что что-то в последнее время разрабы не очень хотят ее запускать, ну, откровенно говоря. Это видно. Потому что 7 часов, это раньше было, помню, по дню, по 2 запускали на все выходные. Потом начали делать на 12 часов, на сутки. А теперь вот до 7 часов уже допустились. Ну, вы понимаете, да? Жадные. Опять эта змея попалась. Да что ж мне так везет на этих неадекватов, а? А можно какую-нибудь адекватную змею? Ну, конечно, и волк. Ну, вот моя команда. Просто игнорщики 228, я не знаю, ну... Ай, слов нет, просто нет слов. Видали, кролик Скипи просто хп потерял. Нехило так потерял. Так, ну давайте закинем. Брюси, конечно, здесь быкует. Я особо на него не хочу тоже быковать. У меня же есть дальний бой. Зачем мне быковать на какого-то Брюса, когда у меня есть дальний бой? Я могу себе спокойно вот так вот закидывать. Гранатки и все остальное. Блин, конечно, я подставляюсь немного. Надо аккуратнее себя вести, но заходить туда, знаете, не очень хочется. А все, Брюс сбежал. Испугался. Испугался Брюсик того, что я его задушу. А мышки-то душат, смотрите, мышки-то душат. Да, Брюсик, нравится? Нравятся мои мышки, да? Конечно, нравится. Блин, а что у него ботинок? Ботинка-люб очередной на Брюсе. Вопрос, как у меня туда Акулсин попал, как думаете? Очень интересный вопрос. Ответа на него у меня, конечно же, нет. Но мы, скорее всего, сейчас здесь умрем, судя по всему, тому, что я вижу. По моей гениальной команде, которая же почти вся откинулась. Потому что жираф меня будет сейчас душить. Не, я все, я поиграл. К сожалению, не получилось. Ну, тут было видно. Один гений пошел умер, второй гений пошел умер. У нас неудобная позиция, у них адекватные уровни, а у нас нет. И вот вообще на это все закончилось. Логично. Но если бы мы немножко время потянули, возможно, я смог вытащить. Видите, там другой сквад ворвался. Не надо было мне, наверное, идти спасать их. Просто нужно было дамажить на дистанции и действовать красиво. Но я что-то подумал, что успею, что получится, что меня поддержат, но неожиданно оказалось, что они сильнее, а у меня никого нет. Да, бывает такое. Часто бывает, да. Пора бы уже привыкнуть, но каждый раз одно и то же. Верю в свою команду. Чуть-чуть, чуть-чуть. На капельку. Итак, у нас теперь есть бобер, панда. Ну, панда, конечно, не очень вариант. Хотя, опять же, все зависит от того, как играет человек на панде. Потому что есть разные игроки за панду. Так, там кого-то убивают. Кролика Скипи тут убивают. Надо залутать лук. У нас... О, бобер 7, Никс 1. Понимаю. И Брюс 10. Да. Это победа, очевидно. Стопроцентная победа. Ну, если Никс будет лутать аптечки и будет все делать красиво, то, в принципе, он будет полезен. По идее. Но если он этого делать не будет, то он не будет полезен. Это логично. Так, одного ботика хотя бы нашли, но проблема в том, что нету гранаты. Вообще никакой. А это как бы минус урон. Причем большой. У меня на нее как бы ставочка стоит. Ну, в плане урона. Ладненько, залутаем тогда эту гранатку. Хотя бы какая-нибудь, но есть. Мне нужно искать что-нибудь помощнее. Бобер он наш... Ну, то есть, у нас, по сути, сейчас команда из 3 человек. И Брюс, Панда и я. И по уровню игры, мне кажется, Брюс нулевый, и Панда тоже. То есть, по сути, я один остался в команде.
Бобер у нас неадекват, он просто бегает по кустам. Вдали от нашей команды, да? Зачем? Так, ну я забегу сюда. Залутаемся неплохо. Больной бобер. Очевидно. Ну хорошо, что залутались. Отлично. Ну, видите, вот проблема в том, что такие вот игроки в нашей игре есть. Гранатку сейчас надо залутать. Быренько, давайте сюда. Ну, что вы встали? Стоят, смотрят на гранату золотую. Все, лутаем гранату золотую наконец-то. Можно теперь идти драться. Все, погнали. Врываемся, в общем. Как цари. Правда, там другой склад душил в этот момент, но... Блин, какой я меткий, смотрите. Смотрите на мою меткость. Так, ладно, плюсик там красиво ворвался. Я тоже помогу, значит. Так, немножко дамажим. Лутаем аптечку. Нам повезло. Мы ворвались в нужный момент, в нужное время. И в итоге додушили два склада, которые между собой дрались. И за счет этого, я думаю, мы победим. Но это не точно. Там еще по-любому один склад есть. Запасной. Блин, видали, немножко миллиметра буквально не хватило, чтобы достать. Буквально миллиметрика не хватило, чтобы мне достать. Так, Никс умер. Бака сейчас тоже добьем. Надо зайти сейчас в зону и немножко здесь подушиться. Нет, надо валить. Надо валить, оно того не стоит. Ну, лучше живым остаться. Но победить, чем умереть красиво, да? Ну, опять же, там противники остались. У нас, правда, птичек сейчас нету. Где их достать, я тоже не особо не знаю. Поэтому будем сейчас играть очень аккуратно. У меня, кстати, зубов вампира нету на Луи. Ну ничего, мы скоро будем потихоньку прокачивать 4 слоты, когда я добью всех персонажей до необходимого мне уровня. То есть, ну, всех, у кого есть феромоны, мы будем прокачать в первую очередь на 14, а потом будем открывать им в первую очередь тоже слоты на... О, я вытолкнул его, отлично. Видали, миллиметра не хватило, чтобы достать. Так, там аптечка как раз. Лутай аптечку, Миксик, давай, кто там? Залутали, молодцы, все. Красавчики. Ну, с аптечкой мы уже точно не умрем, хотя, опять же, мало ли кто там остался. Вот 12 Никс мог, на самом деле, сделать нам очень серьезную проблему, если бы он был, ну, поадекватнее, что ли. В воду там не прыгал и все такое. То были бы серьезные проблемы. Я помню, как 14-м Никсом почти, или 15-м уже, почти сквад минусанул соло. То есть, ну, понимаете, да, жестко очень было. Очень жестко. Минусануть сквад соло, это, конечно, сильно. А, капец, как же они сносят. Ладно, победа есть победа. Конечно, тяжелая была. Ну, такая, посредственно тяжелая. Могли мы все-таки откинуться в нужный момент, но в итоге получилось победить. Подняли рейтинг. Ах, хочется выйти на 1200, но пока времени не хватает. Но я стараюсь, как могу. И вы тоже, ребятки, старайтесь, потому что мало ли что. Вдруг Сафари все-таки запустят, да? Разработчики же говорили скоро. Скоро? Это 4-я неделя, да, уже идет? Или 3-я? Я уже запутался, сколько недель с момента анонса разрабов, что скоро запустить Safari прошло. Ну, такие дела. Да, это разработчики зуба. Ну, может быть, это будет как с патчем 3.0, что скоро и пройдет полгода. Ну, новые ивенты уже полгода, да, как бы не запускают. Safari, значит, тоже полгода. Ну, в общем, ждите. В течение полугода Safari появится, наверное. В общем, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.